Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Владимир Маршак, аудитор, бухгалтер и налоговый консультант. Сейчас время подачи годовых отчетов для индивидуальных предпринимателей, компаний. И я хочу поговорить об очень важном моменте – это затратах, о признаваемых затратах. На самом деле бизнесы платят налог на прибыль. То есть, что это значит? Что это доходы минус расходы. И поэтому, то есть, очень и очень важно правильно и грамотно списать затраты для бизнеса. Вот, то есть даже те люди, те бизнесы, которые не платят подоходный налог, то есть очень маленькие бизнесы, вот в любом случае подсчет биток леуми тоже идет на основании прибыли, и поэтому очень и очень важно правильно списать затраты. Вот. На самом деле не существует какой-то определенной таблицы для всех бизнесов, то есть какие затраты, да, можно списывать, какие затраты нельзя списывать. То есть, естественно, что рой-хешбон специалист знает конкретно у какого бизнеса, что можно списать на основании опыта, но не существует какого-то перечня затрат для разного бизнеса. То есть определение это такое, то есть затрата должна быть на бизнес, то есть она должна создавать доход для бизнеса. На самом деле, то есть существуют случаи, то есть которые более общие. Например, то есть бизнес, человек, индивидуальный предприниматель использует машину для того, чтобы ездить к клиентам, к примеру. То есть тогда эти затраты, то есть связанные с машиной, то есть можно списывать, то есть это бензин, это страховки всевозможные. Да, то есть это типулим и так далее. Например, если у человека есть кабинет, например, то есть как у меня, да, и он работает из дома, то часть доходов, часть расходов, которые связаны с электроэнергией, арнона, водобай, в зависимости от размера квартиры, можно списать. То есть понятно, что если человек, например, кулинара покупает ингредиенты для тортов, которые он приготавливает, то есть то, что действительно служит для бизнеса. Вот. То есть, прежде всего, то, что я даю практическую рекомендацию, всегда и спрашивайте у рой-хешбона, всегда спрашивайте, что действительно ли, то есть могу ли я это списать. То есть это важно для всех бизнесов, то есть проверяйте, то есть очень и очень важно знать, то есть те расходы действительно, которые можно списывать, и, соответственно, не списывать расходы, то есть которые нельзя, потому что в случае проверки это могут быть очень и очень серьезные проблемы. Значит, еще раз, сейчас период подачи годовых отчетов. Я всем желаю заплатить налоги и заплатить биток леуми минимум положенный по закону, естественно, не переплачивать. С вами был Владимир Маршак, аудитор, бухгалтер, налоговый консультант. Ставьте лайки, пожалуйста, пишите комментарии. Всего доброго, до свидания, шаббат шалом вам.